Меня зовут Дмитрий Пехард. Я создам любую NURBS поверхность. В предыдущей серии. Пехард теория. Соединение сплайнов и поверхностей. Выбираю один сплайн, потом второй. Смещу сглаженный сплайн к концу сплайна за синюю стрелку. Видно, что сглаживание G2 сохраняется. Выбираю инструмент Multi-Surface Draft. Выбираю сплайн и синей ручкой перемещаю грань поверхности на середину сплайна. Сглаживаю G2 средний сплайн к другим сплайнам. Задаю в инструменте Align G2 сглаживание. Сглаживаю сплайн к грани поверхности. Выбираю инструмент Align. Задаю сглаживание G0 и отключаю Blending. Выбираю поверхность и вижу локатор-значок отображения направления U и V на поверхности. Вижу, что при смещении синей ручки G3 сглаженного сплайна к трем грани, график кривизны в точке соединения сплайна повторяют ускорение графика кривизны поверхности. Соединение поверхностей. Поверхность к сплайнам. В процессе работы вопрос соединения поверхностей со сплайном и соединения со сплайнами поверхности с одной стороны и с разных сторон стоит на одном из первых мест. В этом видео я расскажу, как сгладить поверхность с одной, двух, трех и четырех сторон. В процессе подготовки серии я выписал те методы, которые использую. Их получилось около 120, а с применением множества настроек и вариаций по моим подсчетам будет от 1 до 2000. Понятное дело, что выглядит затруднительным сделать серию со всеми вариантами возможных соединений. Предлагаю вам самые важные виды построений, их 42. Некоторые из этих алгоритмов можно построить вручную, перетягиванием CV и с использованием локаторов. Некоторые вручную построить нельзя. Приятного просмотра. Построение поверхности по одному сплайну. Вдоль оси. Инструмент Multi-Surface Draft. Под углом к плоскости, перпендикулярный сплайну. Инструмент Multi-Surface Draft. Угол 25 градусов. Под углом. Инструмент Multi-Surface Draft. Перпендикулярно сплайну. Инструмент Multi-Surface Draft. Угол 90 градусов. Построение поверхности по двум сплайнам. Инструмент Skin. Инструмент Free Foam Blend. Построение поверхности по двум сплайнам. Инструмент Monorail. Построение поверхности по трем сплайнам. Инструмент B-Rail. Построение поверхности по трем сплайнам. Инструмент Profile Blend. Построение поверхности по четырем сплайнам. Инструмент Square. Построение поверхности по четырем сплайнам. Инструмент B-Rail. Построение поверхности по четырем сплайнам. Инструмент Set Planar. Построение поверхности по 5 и более сплайнам. Инструмент B-Rail. Построение поверхности по 5 и более сплайнам. Инструмент Set Planar. Поверхность к поверхностям.
Методы сглаживания одной поверхности к другой одной близлежащей поверхности. Непрерывность G0. Непрерывность G1. Непрерывность G2. Непрерывность G3. Кажущиеся G1 и G2. Инструмент Free Foam Blend. Инструмент Square. Методы сглаживания одной поверхности к другой одной близлежащей поверхности. Tangent Angle. Инструмент Square. Хороший знак, что вы зашли на мой канал. Часто люди ищут и не могут найти надежного специалиста, который поможет в создании современных NURBS моделей. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые серии, и вы узнаете много нового о 3D моделировании. Будет интересно! Методы сглаживания одной поверхности к другой одной близлежащей поверхности. Грани поверхности ровно. Инструмент Multi-Surface Draft. Под углом к плоскости, перпендикулярной сплайну. Инструмент Multi-Surface Draft. Угол 25 градусов. Грани поверхности под углом. Инструмент Multi-Surface Draft. Перпендикулярно грани поверхности U. Инструмент Multi-Surface Draft по нормали. Перпендикулярно грани поверхности V. Инструмент Multi-Surface Draft по нормали. Выравнивание к изокривой. Инструмент Align. Выравнивание к обрезанной кривой. Инструмент Align. Выравнивание к проекции или к кривой на поверхности. Инструмент Align. Выравнивание к спану. Инструмент Align. Выравнивание к мешу. Инструмент Align. Так как меш не имеет холов, то стоит создать NURBS поверхность наилучшим способом, прилегающую к мешу, и выровняться к ней.
Выравнивание через экстент. Блендинг. Инструмент Free Foam Blend. Чтобы разобраться в NURBS-сплайнах и поверхностях, нужно много времени. Бывает и 10 лет. Хорошо, что вы смотрите мой канал. Значит, вы хотите побыстрее разобраться. И я вам в этом помогаю. Метод сглаживания с одной стороны 2 раза. Если поверхность находится между двумя поверхностями, ее можно выровнять с двух краев к близлежащим поверхностям. Метод сглаживания с одной стороны 2 раза. Инструмент Align 2008 Free Foam Blend. Методы сглаживания Align. Инструмент Align. Инструмент Align 2008.
Методы сглаживания с двух сторон. Часто мне задают вопрос такого содержания: алайном я могу сгладить с одной стороны поверхности, с противоположной стороны поверхности, как сгладиться с перпендикулярной стороны поверхности, история ведь теряется? Ответ такой: перпендикулярно инструментам Рейли. Чтобы сгладиться с двух перпендикулярных сторон, нужно заново формировать поверхность, которая бы удовлетворяла требованиям сглаженности с двух сторон. Параллельно Surface Fillet. Параллельно Free Foam Blend. Выравнивание с двух сторон по ребру инструментом Align 2008. Выравнивание с трех сторон. Выравнивание с трех сторон инструментом B-Rail 2Gen. Выравнивание с трех сторон инструментом Monorail 2Gen. Выравнивание с трех сторон инструментом Profile Blend. Выравнивание с трех сторон инструментом Round. Выравнивание с трех сторон инструментом Ball Corner. Выравнивание поверхности с четырех сторон. Выравнивание с четырех сторон инструментом B-Rail 2Gen. Выравнивание с четырех сторон инструментом Square. Pechert теория. Я создал этот канал, чтобы создавать сложные 3D-модели для компаний и предпринимателей и инженеров или обучающихся людей. Испытывайте трудности в 3D-моделировании проекта. Обращайтесь по указанным контактам, и я постараюсь вам помочь.